Приветствую вас, дорогие друзья, в этот солнечный прекрасный день. Все светлые, теплые, гармоничные девушки, мне кажется, сегодня сварились, а может быть даже и мужчины. Сегодня расклад будет на колоде «Золотое Таро» Арт Нуво. Почему-то колода потянулась именно сегодня это, потому что, знаете, сейчас говорят вот такое слово прайм эра, а мне почему-то пришло, что у вас как будто бы золотая какая-то эра сейчас. В общем, сегодня мы будем смотреть тему, что на самом деле происходит в вашей жизни, не что вам кажется, не как вы это видите, или, может быть, как вы из-за каких-то страхов или из-за каких-то, может быть, своих стереотипов видите свою ситуацию. Сегодня мы посмотрим, как на самом деле обстоят дела сейчас в вашей жизни, какая ситуация, что происходит, какие-то подсказки, советы, чтобы вы лучше разобрались. Сегодня с таким прекрасным видом для вас загадывайте два варианта. Вот, настраивайтесь. Первый, второй вариант. Я пока настраиваюсь на вас, дорогие. Сегодня пришли очень зрелые, я вижу, в основном зрелые в смысле внутренне, независимо от возраста, очень зрелые люди, причем мужчины и женщины. Мне кажется, может быть, и мужчины будут смотреть этот расклад. Давайте смотреть. Единички на вас настраиваюсь. Первый вариант. Даже как-то единичками вас не поворачивается язык назвать. Да, ну вот страшный суд. Я же говорю, что однозначно сейчас происходит не просто, вы знаете, вы сейчас живете, вам кажется, что вот вы живете как обычно, у вас какая-то обычная жизнь, или, может быть, даже вам кажется немножко застоем то, что происходит, но на самом деле в вашей жизни, в вашей судьбе сейчас очень ключевой, очень важный момент, знаете, вот судный день пришел, и вы знаете, вот именно на этой колоде страшный суд, он, знаете, такой вот очень насыщенный, смотрите. И он как бы насыщенный, он очень, скажем так, яркий, и он не драматичный, он не страшный, понимаете? И вот я вижу в вашей судьбе сейчас, понимаете, сейчас вот такие перемены, такой момент X, знаете, начало какого-то очень важного переломного момента. И причем этот переломный момент, понимаете, вот видите, карта смерти сразу выходит. Я же говорю, что-то старое уходит, старая жизнь уходит, старая версия вас. То есть в вашей жизни сейчас происходит отмирание, вот паучок на счастье словила, происходит отмирание всего, что было, старой версии вас. То есть у вас сейчас происходит обновление. И вот вы знаете, вот на этой колоде Арт Нуво, она, видите, какая она вообще красивая, она богатая, она изобильная. То есть в вашу идет жизнь очень изобильное положение вещей. У вас идет, вы мне скажете, ну вот у меня, в принципе, не складывалось с отношениями, с друзьями, в личной жизни что-то не то. Да, карты так и показывают, понимаете, оно может быть у вас и есть, но по четверке кубков, понимаете, вы вроде бы как бы другой посмотрит, скажет, да вы и сами смотрите, уговариваете себя и говорите, ну не так-то все плохо, ну как бы и это есть, и это, ну как бы ладно, так сойдет. Но внутри вы знаете, вы чувствуете, что сейчас происходит момент, когда вам, вот знаете, вот как вот по горло уже, понимаете, вам уже все, вы хотите другого чувства от жизни, от себя, и у вас такое ощущение, понимаете, немножко даже, что вам даже немножко грустно прощаться с той старой версией себя, с той старой жизни, которая у вас была. То есть вам хочется, может быть, немножечко, знаете, как бы вот немножко притормозить как бы эти перемены, потому что вы чувствуете, что у вас как бы с одной стороны, знаете, как чаша весов, да, королева жезлов, да, вы, с одной стороны, у вас очень сильные мысли, очень сильные желания, чего вы хотите, как вы хотите. Но я же говорю, что есть вот это вот колебание от того, что, возможно, немножко как-то не хочется прощаться вот этим таким теплым болотцем, потому что вот это именно такое теплая подушечка, теплая перинка, но, понимаете, вот даже здесь облака идут, тут мне идет такая вот какая-то вроде бы такой какой-то мнимый комфорт, но в вашей душе уже тесно, да, то есть вы, как вот видите, как за забором, вы правда, вам тесно, вы как вроде бы и пока на ногах стоите, понимаете, и вроде как бы что-то есть, но на самом деле вы просто этим уже, ну, как бы истощены и убиты, понимаете, вот. Так, ну, давайте дальше смотреть, Так.
Что еще происходит в вашей жизни сейчас? Потому что, знаете, сейчас такой идет момент у вас интересный, правда, у вас включится какая-то новая жизнь постепенно. Это будет не резко, это будет постепенно, понимаете? И это будет сдвигаться постепенно, вам будет казаться, что все как-то тяжело, все как-то неподъемно, все как-то вот как-то вот очень тяжело клеится, понимаете? Но это будет процесс. И вы настолько устали от той жизни, которая была, понимаете, вроде как бы не все так плохо, но правда, вас это утомило, понимаете? У вас такое ощущение, что все как по кругу, понимаете? Все как по кругу, и вроде бы какие-то даже перемены происходят, но они какие-то мелкие, и вы даже не можете понять, ну сколько можно тянуть вот все, как оно есть, понимаете? Независимо от чего эта ситуация. Сегодня расклад просто на ситуацию. Это может быть отношения, работа, это может быть отношения с друзьями, с детьми, с чем угодно, но ситуация именно о том, что все, сил уже нету, понимаете? Сил уже нету. Вот у вас уже все, вы на пределе эмоций, вы чувствуете себя зажатой обстоятельствами. Ну, в общем, сейчас ситуация такая. Давайте посмотрим, мне хочется спросить, а почему же так происходит? Вот мне первый, видите, по первым картам идет, что у вас просто начинается, ну да, понимаете, так и золотая эра. У вас идет просто вы хотите совершенно другого счастья, или вы не хотите совершенно других отношений, совершенно другой какой-то, скажем так, истории в вашей жизни. И поскольку вы этого хотите, сейчас все силы природы, мира, Вселенной работают на то, чтобы, понимаешь, ваше божественное желание, ваше то счастье, которое вы хотите, чтобы оно пришло. Вот сейчас я вам подтверждение вытащу. Понимаете, вот. То есть вы как бы сейчас вот из такого положения, понимаете, должны будете прийти в положение, когда вас абсолютно все устраивает. То есть не просто какая-то такая вот комфортик или просто какое-то ощущение, что окей, ну как бы типа, ну окей, да, вот это вот, ну окей у вас сейчас, да, но вам хочется сиять, вам хочется, чтобы у вас в жизни была какая-то динамика счастья, вам хочется. Вот поэтому сейчас происходит такой момент, то есть вам кажется, что отчасти же говорю, что многим кажется, что ничего не происходит, как обычная жизнь, какой-то застой, или вот даже кому-то кажется все это тягомотиной. Ну, видите, одни и те же карты приходят, потому что я по кругу говорю, Паш Пентакли, понимаете, но у вас будут начинаться новые постепенно, не резко, это будет постепенно, шаг за шагом, день за днем вы будете меняться, будет меняться пространство, понимаете, чтобы вы пришли в свое счастье. Но видите, идет колесница. И вот на этой карте колесница, она, видите, сфинксы, она такая достаточно статичная карта. То есть вроде перемены идут, я же говорю, но они идут не, сейчас все в один день все поменялось. Нет, у вас тут перемены, как у зрелого взрослого человека, постепенно, шаг за шагом разворачиваясь, понимаете, но они идут. Вот видите, ну вот от карт ничего не скрыть, понимаете, вот я когда читаю поток, карты сразу же приходят подтверждением, то, о чем мы говорим, что тут у нас выпрыгивает. Семерка пентаклей. Все, понимаете, все сегодня о пентакле, о вашей конкретной сегодняшней жизни, о ваших ресурсах, о ваших отношениях, о том, что вот у вас повседневно происходит, и вот вам это уже в печенках сидит. Вот мне прям такое слово сидит, приходит, может быть, вы это употребляете, вот такой жест, вот вы как бы все по горло, все, хватит, как бы enough. Вот у вас как бы enough, все как бы достаточно. И вы причем себе это говорили много раз, потом ваша жизнь скатывается как будто бы в одну и ту же рутину, вы устаете бороться, да, пятерка жезлов, вы устаете бороться, вы устаете страдать, устаете сопротивляться, вы как бы принимаете судьбу, вы чувствуете себя как побитая собака, и потом вы, проходит какое-то время, вы такая опять, нет, ну я же хотела этого счастья, или я хотела таких же отношений, или я там хочу того-то, и вы начинаете снова, у вас начинается снова вот эта вот внутренняя борьба, понимаете, происходить. Да, вы снова начинаете, рыцарь жезлов, у вас снова начинается ощущение, что нет, я не сдамся, я вот не могу больше находиться в этом состоянии, скажем так, средней удовлетворенности своей жизнью, своей ситуацией. И да, и вы как бы все говорите, да, окей, я пойду вперед, я буду действовать. То есть вы как бы начинаете смотреть вперед. Вот, опять же говорю, и эта колода, и ее, посмотрите, какая здесь красивая колода, вот здесь двойка кубков.
на торце. Сейчас меня обратила внимание, потому что много женщин все-таки кто-то про чувства, а кто-то про карьеру, про амбиции, про деньги даже здесь. Но у многих еще это вопрос именно отношений. Ну да, королева кубков. Я просто об этом думаю, что для многих это вопрос именно отношений, любовных дел, ситуации с партнером и вообще вашего эмоционального состояния. Вот, давайте еще посмотрим подсказки, единички. Что еще происходит сейчас в вашей жизни, что за ситуация, что вам нужно понять. Ну да, вот видите, все-таки я же говорю, что это касается взаимоотношений. В первую очередь это взаимоотношения с мужчинами, потому что если смотрят все-таки этот расклад женщины, то вы понимаете, что это очень большое влияние имеет на вашу жизнь и на вас, и вы хотите немножечко это все перестроить, вы немножечко хотите изменить то, как все складывается, или с тем партнером, как у вас есть, какой у вас есть, или вы хотите себе другого партнера в жизнь, с которым будет все по-другому. Да, ну вот приходят, понимаете, одни и те же карты, потому что я вот думаю об одном и том же, потому что вы сейчас в ситуации, когда вы день за днем, хотя вам кажется, может быть, что ничего не происходит, что все статично, но постепенно, день за днем, там сдвиг, там какая-то ситуация, и эти изменения происходят. Хотя вам кажется, что это пока еще застой. Но нам показывали, что судный день уже, понимаете, что по страшному суду уже это сейчас, вы уже в этом процессе. Вот. Так, пятерка жезлов. Ну, я же говорю, что, видите, даже вот именно на этой карте очень хорошо показано, вы себя можете узнать. Вы уже не боретесь, вы уже не деретесь с обстоятельствами. Вы смотрите, какие-то люди уходят, какие-то обстоятельства уходят. Вы устали от этого процесса, поэтому вы, как зрелый, знаете, такой вот очень мудрый человек, просто спокойно принимаете те разрушения, которые происходят, те вещи, которые вас не устраивают, вы их принимаете. Опять же, я говорю сейчас общий расклад, но вот я говорю в потоке, что идет, перекладываете на свою ситуацию. И вы очень морально устали, не только от процесса, который вас не устраивал, от той жизни, которая вас не устраивала, но не от того, что все не меняется резко. Да, вот, и нам показывают карты, видите, кропотливая работа день за днем. Что у нас там, да, тройка пентаклей, и видите здесь какие-то люди, то есть вы именно на этой колоде человек вроде как оборачивается, то есть он не вместе с другими людьми взаимодействует, он как бы сам трудится кропотливо, да, и там могут что-то подсказывать, советовать, что-то могут происходить на фоне у вас, но человек просто идет и выстраивает свою как бы совершенно новую реальность. Арка, портал, понимаете, именно на этой колоде такой портал, вы входите в новую жизнь, в новые обстоятельства, в новую какую-то, скажем так, в новый способ и формат жизни, вот я бы даже так сказала. Да, король мечей. Ну, это, понимаете, это все по воле вашей мысли. То есть вы абсолютно будете довольны, ну, как бы сейчас уже вам пока это не верится, но вы абсолютно будете в состоянии контроля ситуации, вас будет абсолютно устраивать то, что будет происходить, вы будете чувствовать себя хозяином положения, и вы чувствуете, да, я вот шел этот процесс, который сейчас будет происходить. Давайте посмотрим, как долго. Ну, видите, карта вот все время выходит у нас по жезлов, да, и перемены идут, они сейчас происходят, но они не резкие, понимаете, постепенно. Поэтому это может быть, понимаете, это не недели, не дни, здесь месяц, но в течение 1 года однозначно вы вот через год, вы можете сохранить себе этот расклад, вот, или в календаре, в вашем календарике отметить себе, вот там открыть в телефоне, и вот сегодня там какой у нас, 13-е, да, интересно, вот такой прям судный момент у вас, 13 число, да, или 13 апреля, или тот день, который вы смотрите, неважно, ровно на год отложите, и вы вспомните себя, этот расклад, и вы поймете, что вот точка, когда все изменилось, понимаете? И вы будете оглядываться назад, и вы будете понимать, боже, у меня было просто какое-то разбитое сердце, ощущение разбитости жизни, ощущение, что все не так. А сейчас я вообще совершенно другая. Меня вообще уже все, что тогда беспокоило, меня вообще это сейчас не беспокоит, понимаете? Вы будете абсолютно довольны на тот момент, через месяц или через год мне идет, вот, да, это вот такой вот разброс. Потому что у всех разная скорость, я же говорю, расклад даже показывает, что мы не спешим, мы спокойно берем свое. Вы спокойно берете свое. Вот это об этом, понимаете? Вот.
Очень классный расклад. Давайте последнюю карту вам совет. Единички, единички, а первый вариант. Многоуважаемый первый вариант. Дорогой, прекрасный, зрелый, мудрый первый вариант. Ну, я перемешала, но все равно, видите. Вот это то, понимаете, совет вам. То есть не забывайте про свою силу. Как бы спокойно, плавно идите к тому, что вам идет. То есть у вас есть все силы, все ресурсы для того, чтобы этот переход, эти изменения получить, чтобы быть довольной ситуацией. То есть у вас есть абсолютно сейчас все возможности, все силы. Вам кажется, что ну как, я ничего не могу изменить. Нет, нам по карте сила, понимаете, показывает, у вас абсолютно есть и люди, которые помогут, и обстоятельства, все сложится как надо. Поэтому все будет просто класс. Я очень рада за вас. Видите, вам совет карты говорят, что не переживайте, у вас все идет своим чередом. Но момент сейчас может казаться немножко неприятным. Да, да. Вот такой вот вариант единички для вас. Пишите в комментариях, если вам это срезонировало, что срезонировало. Пишите какой-то ваш отклик, очень мне это важно. Ну что, давайте переходить второй вариант. Двоечки. Дорогие, трепетные, нежные двоечки. Я вот чувствую, что второй вариант у нас такие достаточно чувственные натуры, мужчины, женщины, неважно. То есть пришли на расклад люди тонкие, эмоциональные, вот, и да, и вы сейчас вот видите, двоечки тоже, интересно, одни, вот у единичек тоже была эта карта, вы тоже сейчас находитесь в состоянии, ну, вы как бы не устали, у вас это больше, знаете, состояние такое эмоционального перегруза, я бы так сказала, то есть у вас и то, и сё, и сё, и сё, голова болит уже от всего, то есть в вашем варианте у вас состояние, боже, ну сколько можно? Вы знаете, вот такое состояние. То есть у вас состояние, ну что такое, да? И непонятно за что хвататься, и ты вроде зажат какими-то обстоятельствами, и не можешь сделать как хочешь. То есть у вас состояние, вы больше поглощены вот этими эмоциями. То есть у вас прям вот, мне идет прям, вы вот так вот сидите, можете так голову тереть, или как-то вот за висок взяться, или вот как-то вот так вот. То есть у вас какой-то вот периодами, вы сейчас можете себя узнать, вы так сидите и думаете, боже, ну что происходит? То есть у вас может возникать даже прям такой вопрос, что творится вообще в моей жизни, что происходит? Вот. Давайте смотреть. Да, но я же говорю, что вот двоечки, вы очень эмоционально воспринимаете то, что сейчас происходит. У вас эмоции просто зашкаливают. Карта Луна, то есть вы просто, скажем так, почему-то захотелось заматериться. Я же говорю, что на раскладах происходит что-то нереальное. Как бы вы переведите на свою степень испорченности слово, что вы просто в шоке. Вы обалдеваете, вы офигеваете, офигеваете, пусть будет так. Самый безобидный вариант, потому что вот у вас состояние, что я просто офигеваю, что происходит. Что вообще происходит? То есть у вас эмоционально взрыв. Вы можете даже кому-то позвонить, кому-то рассказать, что происходит, кому-то пожаловаться. Кто-то может сидеть в баре, что-то выпивать и рассказывать кому-то. Кто-то позвонит подружке, понимаете, что от того, что я рассказал, ничего не поменялось, но как бы душу излил. То есть у вас идет какое-то эмоциональное недовольство очень сильное тем, что происходит, и это нет хорошего состояния, а потому что вы как бы, ну, как бы вам все, да, вот это состояние, ну, как бы мне все, вот. Вот. А на самом деле, понимаете, вот у вас ваши эмоции вас захватывают, но вы человек, который можете себя вернуть в реальность и стать таким, знаете, вот король жезлов. Вы можете стать таким, король мечей, простите. Вы можете стать человеком холодным, ясным, четким. То есть вы можете, как вам сказать, вы можете очень легко, вот даже здесь, видите, вот здесь листья опадают, то есть вы можете легко очень отпускать вещи. Вы можете очень легко, четко, ясно мыслить и вещи отпускать. То есть карты показывают, что вот у вас ситуация сейчас, вы немножко ее, опять выходит карта Луна, вы ее немножко драматизируете. Видите, я думаю об этом, оно выходит. Драматизируете вы ситуацию, понимаете? Вы же говорите, что эмоции, чувства просто вас захлестывают. Поэтому вам нужно взять эмоции немножко под контроль, независимо от того, что у вас в жизни происходит, чего вы хотите, куда вы идете. Ситуации бывают разные. Мы сейчас смотрим общую ситуацию. Но в целом, понимаете, нам показывают, что вы немножечко заигрались эмоциями. То есть не так все страшно, как вы себе это рисуете, и как вы там делитесь с друзьями, или там с подружками, драматизируете, или там, может быть, какие-то сцены устраиваете, понимаете? Ну, потому что вам на самом деле очень больно. То есть ситуация, которая сейчас у вас в жизни разворачивается, она доставляет вам дискомфорт.
дискомфорт, неудобство, у вас сердце может колоть, может побаливать, потому что я же говорю, что вы двоечки, у вас очень эмоциональное состояние, у вас может где-то какой-то спазм быть или что-то, прожмите себе здесь, то есть у вас может быть такой неврологический спазм, прожмите себе вот это, да, все сердечное, шею сами себе, сходите на массаж, не знаю, то есть идет, что вы себя немножко перенакручиваете, слишком себя накручиваете, то есть у вас ситуация как бы не такая страшная, как вы, не так страшный черт, как его малюют, понимаете? Ну, я же говорю, что вы прям загнались конкретно. То есть давайте посмотрим, вот это ваше состояние, давайте посмотрим в реальности, что происходит, насколько ситуация действительно, понимаете, ситуация абсолютно преодолимая и решаема. Но вы по каким-то причинам, потому что вы так привыкли, мы сейчас посмотрим почему, да, но вы прям в упадничество, вы прям пострадать, вы прям вот это в жертву уйти, то есть вот прям вот это, и вы этим делаете себе хуже, вот я вижу. Ну давайте, девочки, посмотрим, а почему же вы так вот в этих эмоциях убиваетесь, почему вы так переживаете? Почему вы так переживаете? Вы понимаете, вот тут идет такой момент, что вы переживаете, потому что вы, опять же, вот у вас как будто бы нехватка положительных эмоций мне идет, понимаете? То есть и приходит вот девятка тоже кубков. То есть у вас в такое состояние, потому что, может быть, вы давно себя не радовали, ничего хорошего давно не происходило. Но нам показывает, что вы легко можете себе это устроить. Не знаю, там шопинг, сходите с кем-то, пообщайтесь, проведите классное время. То есть вы можете легко себя сделать человеком довольным, у которого все как бы под контролем, и взять свои эмоции под контроль. Но вам нужно, понимаете, вам нужно сделать это решение. То есть вы должны обратить на это внимание, что вы как бы слишком страдаете, слишком эмоционируете и усугубляете ту ситуацию, какую у вас есть. То есть у вас по факту, вот сейчас давайте посмотрим, по факту, вот мне что идет из потока, по факту у вас никакой трагедии нету, но вы убиваетесь, драматизируете, вот как бы на ровном месте создаете как бы себе проблемы. Так, ну давайте смотреть. Да, ну вот видите, понимаете, у вас ситуация вполне себе, да, обычная как бы ситуация, как бы ничего такого трагического не происходит. Просто нужно решать какие-то вопросы, нужно как-то двигаться, но вы себе немножечко, знаете, вот сейчас карту еще одну хочу, опять король мечей опять выходит. Вы абсолютно, ситуация у двоечек абсолютно о том, что вам нужно менять эту привычку, как бы самой себе, знаете, вот есть такое даже понятие, как самопорча, самопроклятие, как бы уничтожение. То есть человек, как бы у него ничего плохого не происходит, но у него включаются какие-то программы, или он настолько привыкает как бы жаловаться на жизнь, на себя, на какие-то обстоятельства, да, то есть вы должны обратить внимание, что вы тогда, по сути, сильный человек, у которого как бы все под контролем, вы можете легко взять и контроль, и свои мысли в пучок, как бы, да, и решать просто все вопросы. Понимаете, вы можете совершенно легко быть счастливой. И у вас это счастье, понимаете, не так, как у единичек. У вас это как бы сейчас вы как бы даже живете как бы жизнь. И я вот смотрю, что вы как бы в вашей жизни, в принципе, все сейчас под контролем, все как надо, понимаете? Королева мечей. То есть вы, может быть, понимаете, должны немножечко охладеть, немножечко как бы градус приспустить, и тогда вы будете счастливы, понимаете? То есть ваша проблема от того, что вы видите в этом проблему. Вот такая вот ситуация. Я не знаю, что там у вас происходит, какие-то обстоятельства. Напишите в комментариях. Мне будет очень интересно понять, почитать, потому что сегодня расклад без каких-то деталей именно вот на ситуацию, на то, что происходит в жизни. Все разные, у всех разные. Ну, давайте еще посмотрим, что на самом деле происходит. Почему же вы так драматизируете, мне так интересно. Почему же вы так драматизируете? Тяжело мешать колоду, давно она лежала у меня, она немножко погнулась, знаете. Почему вы драматизируете? Ну, вы считаете, что вас судьба обделила. Вы как бы считаете, что вот у кого-то классно, у кого-то там что-то, и вы как бы уже недовольны тем, что происходит в вашей жизни, да, четверка кубков. Интересно, вот у единичек тоже было похожее вот ощущение от жизни, да, но вот у вас, если у четверочек было по обстоятельствам, четверка пентаклей, у вас именно по эмоциональному идет, что вы как бы, и понимаете, ведь я же говорю, что у вас вроде бы как бы есть, и вам даже всегда жизнь предлагает какие-то возможности, но вы пригорюнились, прикочунились.
Да, ну понимаете, вы пригорюнились, и вот у вас это состояние идет, все мечевое, понимаете, все от ума, все от ваших мыслей. Там королева мечей, да, здесь у нас опять идет пятерка мечей. Да, были, понимаете, показывают, что да, у вас были сложности, у вас была непростая ситуация. Вы, возможно, чувствовали себя пораженным. У вас было что-то, что действительно выбивало вам землю из-под ног, что вас огорчало, возможно, какие-то ссоры. Вы из-за кого-то расстраивались, можно, кто-то разбил сердце, понимаете? Но нам показывают, что вы вполне себе можете это преодолеть, и вам будут предлагаться возможности, шансы, как это все изменить. И самое главное, выпрыгивает как карта, да, вот как эмоционально хорошо вырулить для себя эту ситуацию. В целом, да, чувствовать себя, как бы, ну, знаете, на коне. Везде, понимаете, везде выходят короли, короли, короли. То есть у вас абсолютно такое, знаете, вы немножко забываете, на что вы способны, кто вы, что вы, и вы, знаете, вот недооцениваете себя, вот именно слово идет, недооцениваете себя. Что у нас здесь? Да, вот понимаете, вы абсолютно себя недооцениваете. Жрица, да, по-моему, это на этой колоде. Вы недооцениваете себя. Вы абсолютно, понимаете, как сказать, вот слова не могу найти. Вы из-за того, что пережили какие-то сложности, удары, какие-то переживания, вы забыли вообще, на что вы способны, какие у вас есть возможности, силы, какие у вас есть везде короли, везде короли, везде короли выходят. Вы понимаете? И вот что карту я не возьму, понимаете? И четверка жезлов. То есть везде четверки, понимаете, везде есть какая-то стабильность. У вас есть огромный ресурс, у вас есть огромные возможности, но вы забыли об этом. Вам нужно вернуть свою силу, понимаете. Вот сейчас ситуация в вашей жизни разворачивается таким образом, что вам, у вас как бы не так все плохо, как вы, ну, здесь вы видите, выходит император. И вам нужно понять, что вы хозяин положения. Вы сама можете все это сама можете все это легко решить, если вы возьмете под контроль себя, свои эмоции, свою ситуацию, понимаете. Верховная жрица снова выходит, потому что у вас есть все духовные знания. Я же говорю, что на этом раскладе очень духовные, зрелые, сильные люди. И даже сильные люди могут иногда раскисать и даже падать вниз еще сильнее, чем, понимаете, чем все остальные, потому что большие уроки, большие, как бы, знаете, задачи. Но опять, видите, выходит по жезлов. То есть вы можете, рыцарь, да, жезлов, вы можете опять легко взять и действовать, взять и жить, взять и выйти из этого, понимаете? Но вам показывают, понимаете, что вам нужно перестать немножко это страдать, взять ситуацию, по 10 раз повторяюсь, одно и то же под контроль, потому что вот это одно и то же, одно и то же. И, видимо, вы вот так же, знаете, одно и то же, одна и та же эмоция, один и тот же какой-то там негатив у вас, или какая-то там жалость к себе застряла, или там какая-то несправедливость, понимаете? Вот. А вам нужно, понимаете, брать ситуацию, действовать пошагово, по чуть-чуть и самой выводить. То есть у вас, да, вам даже не нужно знать никакого чуда. Все абсолютно решаемое. То есть из вашей ситуации есть выход. Из вашей ситуации есть выход. Давайте последнюю карту вам вытащим. Совет. И вы понимаете, я вижу, что вы оказались в этой ситуации, но обычная жизненная ситуация, но вы сейчас немножко задраматизировали ее. Но видите, Верховная Жрица снова выходит. Вам совет. Решайте эту ситуацию, используя всю вашу силу. Понимаете? Вот выходите, вот отдохните немножечко, пострадайте, да, но не затягивайте с этим, понимаете? Вот выходите все-таки в духовную, через духовное выходите, через свои силы, через свои мысли, через свои решения. Выходите в новую, скажем так, ветку, в новую как бы действительность, где вы хозяин положения, где вы не жертва, которая трясется от ужаса, как все плохо, да, а вы человек, который все свободно как бы, ну, решает. Вот, вы жрица, понимаете, у вас есть все силы, все возможности, все ресурсы, все знания, вы готовы. Вот. Совет вам не закисать. Понимаете, вот начните действовать. Возьмите прям вот, и вместо того, чтобы испытывать эту жалость и застревать, вот прям вот с таким боевым духом, запалом, как бы все, мне это все надоело, я поменяю, я буду вот сегодня, прям сейчас я буду счастливой. Или прям сейчас я возьму это и сделаю, да? Очень два сегодня классных, интересных, знаете, первый, второй вариант разные. Возможно, кто-то посмотрит и первый, и второй вариант, потому что
Это может быть касаться один вариант про одну сферу жизни, другой про вторую. То есть они вроде бы как бы очень близкие варианты, но в то же время разные. Очень интересный сегодня расклад. Надеюсь, вы нашли для себя здесь какие-то ответы, какую-то пользу. Давайте для всех вариантов одну карту совет, потому что вы находитесь оба варианта в состоянии того, что есть вещи, которые не устраивают по тем или иным причинам, и ситуация требует каких-то постепенных изменений, у кого-то резких, у кого-то постепенных. Давайте вам вытащим какую-нибудь карту совет. Так. Ну вот видите, все-таки вот то, что я говорила, весь расклад и первому, и второму варианту, понимаете? Тройка кубков. Есть люди, есть обстоятельства, у вас есть все ресурсы, есть все, чтобы вы прекратили вот этот траур, прекратили это горевание, прекратили страдания и начали радоваться жизни, понимаете? У вас есть для этого все. И вам совет: переключайтесь, создавайте себе это сами, эту эмоцию, решайте вопросы, не застревайте. То есть вам говорят, что пора страдать, и вам совет, понимаете, вы все равно выйдете в это ощущение радости, такой беззаботности, и вы будете абсолютно всем довольны. Да, ну вот видите, звезда. У меня звезда выходит, и что там еще было? Там была колесница, вот колесница, понимаете, колесница вышла, звезда, и вот это абсолютно то, как будет у вас происходить, понимаете, вы уходите от всего этой тяжести эмоциональной, от всех этих мыслей тяжелых, понимаете, и начинается происходить движение в вашу жизнь, и вы приходите в абсолютно прекрасное, идеальное состояние, понимаете, тут прикроем немножко, в состояние звезды счастья, исполнения вашей мечты, понимаете? Поэтому все у вас прекрасно, понимаете? Как говорится, труд все перетрет, да, или как там это, что там у нас, да, там забыла эту пословицу, но в общем вы поняли. Вот все в ваших руках. Вам просто немножечко нужно еще поработать над этим. Очень интересный расклад. Многоуважаемые единички, многоуважаемые двоечки. Я очень рада сегодня была провести для вас этот поток. С вами была Ева. Я целитель, экстрасенс, мастер рейки. Я провожу индивидуальные консультации, сессии. Вы можете обратиться ко мне, мы можем разобрать любую вашу ситуацию, любую вашу проблему через ясновидение, с подсказками, в том числе карты Таро, если необходимо, если вы этого хотите. Ну и я могу записать для вас такой же вместительный и большой расклад. Видите, основа я перемешала, эта карта выходит. И вы будете, понимаете, чувствовать себя совершенно по-другому. Ну что, я с вами прощаюсь на канале. Пишите в комментариях, если вам понравился этот расклад, что срезонировало. Подписывайтесь, если вы хотите увидеться со мной снова. Пока!